Когда Джулия отправилась на утреннюю пробежку по заповеднику, она неожиданно остановилась. Прямо у тропы стоял бизон. Это было настолько необычно, что она замерла на месте. Животное не убежало, наоборот, медленно подошло ближе и мягко прижалось головой к ее телу. Джулия никогда прежде не была так близко к дикому животному. Обычно звери избегали людей, особенно здесь, где царили тишина и покой. Она понимала, это поведение совершенно неестественно. Когда бизон начал двигаться вглубь леса, Джулия колебалась лишь мгновение, а затем пошла за ним. Вскоре тропа осталась позади, и ее окружили густые деревья и кусты. «Куда ты меня ведешь?» – тихо спросила она, доставая телефон. Связь почти отсутствовала, но ей удалось быстро отправить сообщение своему парню Мэтту с координатами и описанием происходящего. Бизон шел вперед, иногда останавливаясь, будто проверяя, следует ли она за ним. Солнце начинало садиться, тени удлинялись, и лес становился все темнее. Вдруг бизон остановился. Перед Джулией оказался лагерь. На первый взгляд пустой, но костер еще сохранял тепло, а вещи были разбросаны, словно люди ушли в спешке. Бизон наблюдал за ней, будто ожидая реакции. Джулия начала осматривать лагерь. Она нашла одежду, карты и дневник в кожаном переплете. Первые записи выглядели как заметки натуралиста, подробные наблюдения за животными, их поведением и миграциями. Но дальше записи становились тревожнее. Автор явно не просто изучал природу, он что-то отслеживал. В дневнике упоминались маршруты, оборудование, даже устройство слежения и ночное видение. «Зачем все это?» – пробормотала Джулия. Бизон снова двинулся вперед, и она последовала за ним. Теперь она заметила следы, ведущие от лагеря вглубь леса. Карта в ее руках стала ориентиром, а бизон – проводником. Они шли через густой подлесок, где почти не проникал свет. Джулия задумалась, почему этот бизон один? Почему он не боится человека? Его спокойствие казалось осмысленным, почти осознанным. В дневнике она нашла еще более тревожные детали. Все указывало на незаконную деятельность. Это уже не было похоже на исследование. Джулия понимала, ей нужна помощь. Наконец они вышли на поляну, где появился сигнал. Телефон тут же заполнился сообщениями от Мэтта. Она быстро ответила и сразу позвонила в полицию, сообщив о лагере и своих подозрениях. Ожидая помощи, Джулия продолжила осмотр и обнаружила клетки, веревки и примитивные конструкции для удержания животных. Все указывало на браконьерство, и вдруг она услышала тихий, болезненный звук. Следуя за ним, Джулия нашла 2 детенышей бизона, попавших в ловушку. Сдерживая слезы, она осторожно подошла к ним, стараясь не напугать. «Тихо, все будет хорошо». Вскоре прибыли спасатели и освободили животных. Бизон, приведший ее сюда, стоял неподалеку. Джулия посмотрела ему в глаза, и ей показалось, что в них есть благодарность. Благодаря ее сообщению полиция быстро нашла виновного. Браконьер был задержан уже через несколько часов. Когда все закончилось, Джулия наблюдала, как бизон возвращается к своему стаду. Она чувствовала странное спокойствие. Этот день изменил ее, и она знала, что никогда его не забудет.